2022 году я будто снова родилась, жадно вдыхая все прекрасное, что есть в мире, расставляя те акценты, которые помогают дышать и чувствовать себя лучше. Конечно, идеально, когда мир внутри и снаружи, повсюду мир, красота и гармония, так как невозможно ощущение полного счастья, когда столько мрака. Но пожалуй, мир станет чуточку лучше, если мы будем преображать себя, а не разрушать страхами, сомнениями, разочарованиями ото всех происходящих ужасов. Я выбираю жизнь и все то, что ее поддерживает. Как говорилось в книге «Империя ангелов», достаточно подняться уровню одной души и повысится уровень всего человечества. Когда рождается ребенок, первое, что он делает, это вдох. Также и хорошая музыка, слова в песне, смысл способны вдохновить на любовь, идеи, полезные действия. И самое время сделать полезное, сделав глубокий вдох на чистоте свободного дыхания. Также песни дарят и много радости, от чего бывает не устоять на месте или какое-нибудь воспоминание. Ах, сколько же я времени прожила без музыки, знакомясь с информацией, которая ворует радость. По мнению автора книги об ангелах, которые не лишены юмора, долг каждого – это культивировать в себе радость. Увы, многие религии забыли этот завет. В большинстве храмов царят тьма и холод. Литургическая музыка помпезна и мрачна. Священники закутаны во все черное, ритуалы прославляют муки и соревнуются в изображении зверских сцен. Разве не радость жизнью? Это лучшая благодарность за то, что мы живем. Счастье, когда музыка пробуждает настоящие чувства, а также побуждает к тому, чтобы задаться вопросом и находить свои ответы. Например, что такое человечность? Я до сих пор спрашиваю себя об этом. А исполнитель и автор песен Рори Грэм ищет свои ответы в музыке, явив на свет в 2016 году «Human», ставший мировым хитом. Псевдоним британского артиста в переводе с английского «старьевщик». Этим прозвищем Рори впервые иронично назвал его дедушка, имея в виду странную, по его мнению, одежду внука. Исполнитель песни «Человек» вдохновился на текст, содержание, смысл собственным незнанием ответов на многие жизненные вопросы. В этом главная подсвеченная им строчка «Я просто человек». Однако человек, которому не безразличны главные вопросы и ответы в жизни и музыке, собрал на своем YouTube-канале на сегодня 1,5 миллиарда просмотров и 10 миллионов лайков. И остался человечным и настоящим артистом без каких-либо статусов величия. Есть чему поучиться у самоназванных звезд, императоров галактических масштабов, королев невиданных королевств, царям горшков. До этого автор не снимал клипов, потому что, по его словам, не любит сам процесс создания, особенно когда нужно изображать пение, открывая рот под фонограмму. При этом идея очень проста. Исполнитель просто поет песню, но периодически его сменяют другие люди, простые, но очень разные. Так сказать, человечество во всем его разнообразии. Но есть ли то, что объединяет нас таких разных? Как вы думаете, друзья? Напишите в комментариях.
Британский певец был в турне и в Санкт-Петербурге. На вопрос журналиста «Ты вообще плохой парень?» отвечал: «Нет, я хороший. Став отцом, я обязан быть хорошим парнем. Это мое обязательство перед семьей». И следующий вопрос журналиста: «Для тебя важно быть хорошим отцом?» Невероятно. И это довольно сложно, потому что я должен точно знать, что хорошо, а что плохо, и постоянно учиться, как быть лучшим человеком. Он срывает награды и остается собой. В своем творчестве он заставляет задуматься о гордости, сострадании и силе воли. Его философские темы делают людей более человечными во все времена, когда хайп правит миром. Он поет о проблемах, борьбе, препятствиях на пути к любви. И он рассматривает эти вопросы, как полагается, со стороны мужчины. И не стесняясь петь о своих ошибках, переживаниях, делая это очень эффектно и эмоционально. И трудно не заметить такого видного, высокого, бородатого, голосистого здоровяка, выбирающий свободный стиль в одежде, а в душе остается подростком, который любит кеды, рубашку в клетку и, конечно же, бейсболку. А еще не боится казаться смешным перед своей аудиторией, а его любят таким, какой он есть, наслаждаясь его мощным вокалом. Мода мимолетна, и однажды она превратится будто в утро понедельника в борделе. Но есть что-то большее. Мне было сложно в юности от своей мягкости и воздушности. Со временем, конечно, я закалилась, но тогда мне казалось, что стервой быть круто. Но однажды я открыла словарь Даля. У меня есть такой огромный том. Его я приобрела, когда не было интернета. И оказалось, что стерва в прямом смысле падаль или подлый человек. Отсюда стервятник, большой черный орел, питающийся падалью. После прочтения в своем достоинстве я больше не сомневалась, помогала мне сохранять человечность в работе разных сфер. Я не желаю бегать по головам, в этом нет смысла. Сколько же людей встречается на твоем пути, и как же важно быть верной себе, а расставаясь с людьми, ты остаешься наедине с собой, и, к счастью, все при тебе, своя волна, своя чистота, свои мысли, свои чувства, своя энергия. И пусть порой добро считают слабостью, для меня это наоборот смелость, и что вечные ценности еще существуют. Это очень сложно, но я делаю новый вдох и улыбаюсь для того, чтобы пропустить через фильтр радости все пускающая пыль. И вот он, глоток свежего воздуха и ясное солнце, рассеивающее мрак.